Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео буду делать педикюр. И скорее это видео не про то, как нужно делать, а как делать точно не нужно. Если я вас заинтриговала, тогда присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Сегодня педикюр буду делать себе, уже прошло чуть-чуть больше 4 недель. И, конечно, нужно обязательно снять старое покрытие и сделать новое. А также убрать длину ногтей. На самом деле я себе на ногах очень редко рисую, поэтому действительно было жаль снимать это покрытие. Сегодня я впервые вам показываю, как выглядит моя ступня. Кожа на пятках у меня не сильно огрубевшая, так как я почти всегда хожу в закрытой обуви. А вот на косточке у меня есть натоптыш. Чтобы сейчас на стопу нанести ремувер, мне изначально нужно опустить ноги в теплую воду и подождать несколько минут. Теперь наношу щелочный калус от торговой марки My Nail только на огрубевшие участки стопы. Ни в коем случае нельзя, чтобы щелочный калус попадал на тонкую кожу, либо же открытые трещины, потому что могут появиться раны. Поэтому за этим нужно следить очень внимательно. Пищевой пленкой плотно обматываю ногу таким образом, чтобы у меня калус не смог эмигрировать по всей ступне и не попадал на тоненькую кожу. И вот кажется, начиналось все просто идеально, в ожидании был красивый новый педикюр. Но что с этого получилось, вы увидите позже. Опять рассказывать и жаловаться на то, как тяжело делать себе педикюр, а еще это все снимать на видео, я сегодня не буду, просто показываю вам кусочек, как это все выглядит сбоку. В этой неудобнейшей позе я приступила к снятию старого материала. Если вы в прошлый раз смотрели видео, где я делала себе вот эти ногти, то вы помните, что у меня был сломан один уголочек и мне пришлось немного доложить акригель. Поэтому сейчас мне нужно обязательно все снять, чтобы не было никаких остатков твердых материалов. Только что вы видели, что у меня стоит вытяжка, но сейчас вы видите, наверное, много пыли и подумали, что вытяжка, наверное, не работает. Но я вам просто скажу, что вместо вытяжки, там где на самом деле она должна быть, у меня сейчас стоит камера, поэтому пыль убирается не очень хорошо. И еще моя рука закрывает вытяжку, поэтому убирается пыль не вся. Вот с этого момента начались все мои приключения. За счет моей неудобнейшей позы я не очень удачно сняла акригель, немного поднажала на ноготь, потому что не очень хорошо чувствуется сила нажима, и у меня появились вот такие белесые пятна. Конечно, ничего страшного в этом нет, со временем они всегда проходят, особенно это видно, если ногти дальше не перекрывать гель-лаком. Но мне как-то стало обидно и досадно, что я сама себе такое учудила, и желание делать педикюр себе дальше как-то пропало. Но я же не могла оставить свои ноги в таком состоянии, поэтому решила делать педикюр дальше. Пока я сделала снятие старого материала, калус уже справился со своей задачей, и я могу приступать к обработке ступни. Но перед этим я влажной салфеткой тщательно убираю остатки размягчителя. В работе с клиентами для обработки пяток я использую металлическую основу с сменными абразивами. В моем домашнем арсенале я использую вот такие пилки, потому что чаще всего я обрабатываю свою ступню именно дома после душа. Моей старой пилке уже очень много лет, поэтому я решила купить себе новую, и сейчас вы видите именно ее. Кстати, эти пилки очень хорошо себя ведут в дезрастворах. Эта пилка двухсторонняя, с одной стороны у нее крупный абразив, а со второй, естественно, помельче, для шлифовки. Сначала я обрабатываю пяточку и самые огрубевшие участки стороной, где крупнее абразив. Дальше переворачиваю пилку другой стороной и шлифую уже всю ступню. При этом я пилку всегда смачиваю водой.
Сейчас вы видите, что моя ножка повернута очень хорошо на камеру. Я очень старалась для вас, чтобы вам было все видно. Но, как вы понимаете, в этот момент я лично ничего не видела. А за счет того, что нога еще и онемела, я ничего не чувствовала. Так что работала суто интуитивно. Когда уже закончила работу и протерла ступню мокрой салфеткой, я поняла, что наделала себе беду. Причем сделала пропил не на ступне, а сбоку возле косточки, там, где очень нежная кожа. Я действительно не чувствовала, как я такое наделала, и мне не было больно, пока я не увидела результат своей работы. Как вы поняли, в тот момент у меня уже настроение вовсе пропало, и я стала дальше обрезать себе ногти. Сделала это не очень хорошо, поэтому сделать красивую форму у меня тоже не получилось. В общем, сегодня был полный комплект. Делать педикюр дальше у меня настроения не было, но и бросить все на полпути я уже тоже не могла. Пушером отодвинула кутикулу, а острой частью топориком вычищаю птеригии со складок. Фрезой пламя с острым носиком вычищаю птеригий. Сначала работаю на форварде, затем переключаю свой аппарат на реверс и прочищаю другую сторону. Если вы думаете, что на данном этапе у меня прошло все гладко, то нет, я сегодня счастливчик, поэтому я сделала себе пропил на правой ноге на большом пальце. К сожалению, у меня не была включена на тот момент камера, и я это вам не отсняла. Бафом прохожусь по ногтевой пластине, и очень хорошо на этом этапе у меня все получилось. На огрубевшую кожу нанесла гелевый ремувер от CND, распределила его по всей огрубевшей коже, затем вычистила все, что осталось в складках, и прочистила все под ногтем. Сухой салфеткой убираю излишки размягчителя и срезаю кутикулу. На этом этапе у меня прошло все гладко, так что обезжириваю ногтевую пластину и перехожу к покрытию. Тонким слоем наношу базовое покрытие. После перекрытия ногтей базой сразу стало видно, как же я хорошо сняла старое покрытие. Маленькие ногтики я перекрыла розовым гель-лаком, а вот большой перекрываю голубым. А также решила сделать просто минималистический дизайн. Конечно, изначально, когда я только садилась делать себе педикюр, я столько себе нафантазировала, но честно, уже просто не было никакого настроения. Поэтому дизайн будет очень простой.
Вот такой результат у меня сегодня получился. Мне не нравится то, что получилось, и, честно говоря, я решила вам не показывать это видео. Но потом я села и подумала, что, наверное, стоит все-таки его выпустить и показать вам его. В комментариях под видео мне очень часто пишут очень хорошие слова, что я хороший мастер. Мне, конечно, это все очень приятно, но я хочу, чтобы вы видели, что не все мастера идеальны и не всегда. Мы тоже лажаем, иногда тоже бывают вот такие провалы, как был у меня сегодня. Конечно, есть один большой плюс, что этот педикюр я делала себе, потому что если бы я наделала такого клиентке, я бы просто сама себе даже не простила. Спасибо большое вам, что вы досмотрели это видео. Я очень надеюсь, что мой негативный опыт принесет вам какие-то новые знания. И пишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли было выкладывать вот такое видео, такого формата. Интересно ли вам знать, есть ли у мастеров все-таки вот такие факапы. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.